Демонстративное нарушение закона, которое творят те люди, которые обокрали нашу страну. И они хотят заткнуть рот всем таким, как я. Не только я, в моем лице, да, огромному количеству людей. Хотим, чтобы всех освободили, всех политзаключенных, которые борются за свободу. У меня все нормально, в одноместной каюте, в тепле и уюте. Я скоро люди. Тюрьма, как известно, в голове. Und damit auch die Chance erhöhen, dass Russland irgendwann ein freies Land sein kann. У нас есть требования. И к этим требованиям относится прежде всего дальнейшая военная поддержка Украины. Помимо этого, есть еще один способ надавить на режим. И это санкции. Die andere Forderung, die wir hier stellen, ist, dass die Menschen, die dem Regime lange Jahre treu gedient haben, aber die weiteren Sanktionen nach den sogenannten Nawalny-Liste von 6000 Personen, obwohl es mittlerweile schon mehr sind, это еще и медленная пытка, это то, в каких условиях он вынужден сидеть, это штрафной изолятор, куда он был помещен на прошлой неделе. Die Zukunft gehört der Demokratie, die Zukunft gehört der Freiheit und die Zukunft gehört dem Frieden. Vielen Dank, dass ihr heute alle da seid, auf das Schicksal von Alexei Nawalny und allen politischen Gefangenen in Russland aufmerksam macht. Danke, dass ihr für ein freies Russland kämpft. Я смотрела, читала, что говорит Навальный, что говорят его сторонники, я поняла тогда, что я не могу молчать. Это Навальный. У меня все нормально, в одноместной каюте, в тепле и уюте. Я скоро люди. Поэтому, конечно, в этот момент я понимаю, что я в космическом путешествии, летящий к прекрасному новому миру. Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета? Пусть даже он продлится 3 года. Очевидно, нет. Это Навальный. У меня все нормально. Народом России свободы. Свободы всем политзаключенным. Алексею Навальному, Карамурзе, Яшину, Горинову и всем остальным. Ich finde es außerordentlich bemerkens- und bewundernswert, wie Sie sich hier und wie ihr euch hier in Düsseldorf heute trefft, um für ein freies Russland zu demonstrieren. Wir sehen, wie schwierig es geworden ist, in Russland für diese Freiheit zu kämpfen. Wir sehen Nawalny im Gefängnis und in der Folter. Und wenn heute ihr euch hier versammelt, dann ist das die Geburtsstunde eines freien Russlands. Мы находимся в свободном мире, и мы можем хоть как-то их поддержать. И сейчас акции проходят по всему миру, и мы должны, как россияне, сказать, что есть россияне, которые за свободу, за то, чтобы Россия была демократической страной, и за то, чтобы война в Украине прекратилась, Россия вывела войска. Вот я ровно 2 года назад, 21 января 2021 года, участвовал в этих печальных событиях, которые закончились разгоном силовым, абсолютно мирной акции. И сейчас здесь совершенно другая атмосфера. Я буквально только месяц как сюда приехал. Мы здесь свободно выражали свое мнение. Митинг, шествие, все, пожалуйста. Сегодня около 200 человек вышли на улицы Дюссельдорфа, чтобы выразить свою солидарность с Алексеем Навальным и другими политзаключенными России. Напомнить о том, что Алексей в ужасных условиях находится в тюрьме, что его пытают, что сотни политзаключенных во всей России сидят и медленно умирают. И мы поддерживаем санкционный список 6000, список Навального, что те люди, которые поддерживают режим, которые зарабатывают на этом режиме, и чьи руки сейчас находятся в крови, что они бы пострадали, чтобы они понесли наказание. Свободу Алексею Навальному!